Хейл, с вами я, Зирок Плей, и сегодня мы обсудим Желтого Короля. Как многие знают, ролик про него уже был на канале, где мы обсудили его факты, да и вообще историю. Но, к сожалению, он был очень не идеален, и, во-первых, мы в этом видео наверстаем упущенное, обсудим снова полностью его историю, а также поговорим о его возможной концовке, которая была показана в трейлере 1.19. Ну и прежде всего мы, конечно же, посмотрим трейлер 1.19, и, конечно же, это немножечко заправим шуточками. А вам приятного просмотра, приятного аппетита, если вы едите. Не забывайте ставить лайки и подписываться, если вам это понравится. Ну а мы начинаем. Peggy 18. Вот мы и посмотрели трейлер 1.19, и появляются вопросы. Что с Желтым Королем? Жив ли он? Куда уехала девушка? Что это был за сундук такой? Да и вообще, наверное, во время просмотра трейлера у вас были такие эмоции. О, бункер, опа, хаммер. Как Желтый не убил ее? Ну, а у меня это были такие эмоции. Ну, Желтый, давай, убей ее, не тупи, ты раньше это делал. Давай, подойди и воткни ее. Желтый, не отпускай ее рюкзак, ты упадешь, стой, Желтый, да нет, Желтый, что ты делаешь, Желтый, нет! Ну, шутки шутками, но на самом деле, как такой гигачат, как Желтый Король? Подождите, гигачат и Желтый Король. Кажется, у меня есть на этот момент кое-какая идея. Ладно, ладно, это шутка. Ну, на самом деле, давайте разберем все с самого начала, что мы знали до этого про Желтого Короля и что мы узнали после трейлера 1.19. Ну, поехали. Первое появление Желтого Короля начинается с трейлера Everyday is a New Story, где он со своим напарником грабит Ханну в деревне Каменка, после чего через некоторое время встречается с ней в каком-то городе, где она подготовила для них ловушку, где они и погибают. Как видим по сюжету того трейлера, но потом выяснится, что нет, Желтый Король не погиб, выбрался и убил мужа этой девушки. Ну а мы переходим ко второму появлению Желтого Короля. Возвращение Желтого Короля произошло совсем недавно, ну, относительно. Но почему разработчики решили его вернуть через столько времени?
хотя ту же самую Ханну они вернули в 1.14. Но все же нас интересует Желтый Король, а не Ханна. Так что давайте начнем разбирать его второе появление. Второе появление Желтого Короля не стало менее загадочным. В трейлере 1.17 он появляется для того, чтобы убить ковбоя, который все время бегал в Нижнем, лутался, убивал животных, короче, занимался рутиной. Но в какой-то момент выходит Желтый Король из кустов и решает его убить. На самом деле, буквально кроме этого момента, где он выходит из кустов, его больше нет в трейлере, не считая последней картинки, где он стоит с Саванной, который, скорее всего, краски украл и у ковбоя. Хотя тут уже вопрос большой, ковбой украл у Желтого Короля или Желтый Король украл ковбоя, потому что он заходит до этого в дом. Ну, это сейчас не важно. Давайте посмотрим на нового Желтого Короля. Посмотрим как раз таки в эти кусты. Так, посмотрим, где наш там Желтый Король. Ну-ка, ближе, еще ближе. Так, стоп, что это там? Ладно, это последняя шутка, извиняюсь. Но на самом деле, давайте посмотрим и вправду, что там мы видим в кустах. А вот, если что, вам фотография модели Желтого Короля. Как вы можете увидеть, на самом-то деле он очень сильно изменился. Но давайте мы перейдем к тому, что у нас, так скажем, больше всего интересует. Это трейлер 1.18, где он участвует в набеге на лагерь выживших. В этом трейлере мы видим, что Желтый Король имеет очень хорошие командные навыки. Из-за того, что он смог организовать нападение на какое-то поселение выживших. И причем не двумя-тремя человеками, которые были раньше, да, показаны у Желтого Короля, когда он был с напарником, а причем большой группой, 5 или 6 человек. Они напали и разгромили другую базу выживших. Но это всего лишь пешки в его войне против Ханны, поскольку, скорее всего, это поселение помогло как-то Ханне перейти в Ливонию. Так все же, что же мы узнали про Желтого Короля? Ну, мы узнали, что его первое появление было еще с самого релиза. И это было в трейлере Every Day is a New Story, где он был со своим напарником и грабил Ханну. После чего они, к сожалению, как все думали, погибли в этом трейлере. Но позже выяснилось, что на самом-то деле нет. И теперь он достаточно опасный противник, поскольку он умеет подкрадываться вообще из ниоткуда и убивает ковбоя, убивает какое-то поселение, вырезает их просто, как будто это какие-то животные, но не люди. Но на самом-то деле Желтый Король и вправду очень суров. Но все же кое-какие моменты нам не ясны. И сейчас я вам объясню это в конце. Так все же, кто это такой Желтый Король? Это бандит бывший, у которого был напарник, после чего он его потерял, организовал новую банду и кошмарил Чернорусь, после чего каким-то образом перебрался в Ливонию. Но это чуть-чуть позже. Когда Ханна прибывает в бункер, она находит какой-то сундучок. И когда она его открывает, там слышна ее фраза про смерть и желтое свечение. И тут же появляется Желтый Король. Предлагаю вам пересмотреть этот момент. Так погиб ли Желтый Король? На самом деле это очень сложный вопрос, поскольку если смотреть именно сцену падения, там не так уж и высоко. А если брать точнее, у него проткнуто ребро, ему вонзили нож между ребер, но его это не остановило, он добрался до нее. И заметили одну деталь? Возле Ханы лежит СВД в двух сценах, когда она вонзает нож ему в ребра и когда она убегает. Почему она его не застрелила? Она его не стала стрелять. Либо она его настолько боится,
что даже не хочет с ним связываться, зная, что у нее есть преимущество, либо она очень сильно спешит, и, скорее всего, из-за того, что она нашла этот сундучок. Но не суть в этом. Теперь стоит задуматься о том, что она уехала с рюкзаком или без. Если она уехала без рюкзака, то значит Желтый Король, скорее всего, жив. Да и плюс на его защиту становится правило главных героев и главных злодеев. Пока нам не показали смерть героя или злодея, его нельзя считать мертвым. Здесь точно так же действует, поскольку мы знаем, что Желтый Король уже такие моменты проходил. На самом деле, действия Желтого Короля нам очень сильно непонятны, ведь с одной стороны он вроде хочет убить Хану, но с другой стороны он очень медлит. Хотя, зная этого садиста, скорее всего, это его любимое дело, поскольку, вспоминая предыдущую их встречу, а я считаю именно ту, когда они им прострелили ей ногу и порезали ей лицо, то, в принципе, так все и было. Скорее всего, Желтый Король хотел просто напомнить, кто здесь босс. Но все же хочу отметить, что как будто это были догонялки, но не как попытка убийства. Вот и закончилась история Желтого Короля, как минимум в этом ролике. Я попытался рассказать кратко, емко и понятно, для того, чтобы даже люди, которые не знают и не понимают, про что разговор, хотя бы немножечко поняли. Ну а если вы хотите вторую часть, то ставьте лайк, подпишитесь на канал, заходите к нам в Дискорд и голосуйте на видео про Желтого Короля. А также, когда заходите к нам в Дискорд, не забывайте чатиться. Здесь я даже с вами всегда готов пообщаться. Приглашайте меня в какие-нибудь беседы с вами. Посижу, поразговариваю с вами. А если вы новичок в DayZ или просто опытный человек, который нету команды, то заходите к нам в Discord. Мы готовы вас взять ее в команду. Если вы новичок, обучить. А если вы опытный игрок, то просто взять вас в команду и играть вместе. Но мне придется с вами прощаться. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал, оставлять комментарии. А также, ребят, тут будет ставка, чем мы занимаемся с дизайнером, когда делаем превьюшки. Погнали! Все, блядь, Зенька закончил.